Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы в прямом эфире посмотрим онлайн-поединки очень сильного топ-игрока с Хогом 2.6 Лорда Бируса. На данный момент наш герой занимает 149 место в мире, и вполне возможно, что в этом сезоне он побьет свой рекорд. Так, друзья, сразу извиняюсь, что, возможно, у нас сегодня будут проскакивать какие-то посторонние звуки, потому что приехали гости, орут, веселятся за стеной, но мне нужно не обращать на это внимания и просто делать видос. И в первом поединке нам попадается очень интересный соперник под ником Нотариус, и он играет колодой Коргик, Спарки и Хог. Да, вот такая у нас дичь топ-200 мира. И соперник сразу все свои атакующие карты кидает с мостика и проходит просто бешеный урон. Конечно, Лорд Бирус сделал все, что от него зависело, все, что возможно, но понятное дело, что защититься идеально здесь было нереально. 1700 хп остается у нашего героя, но он попытается, конечно же, откамбэчить. Многострадальный у нас вообще сегодня такой видос, потому что Лорд Бирус вначале очень жестко тильтанул. И он вообще сказал: не хочу играть, я удалю эту игру. Я там его долго уговаривал, но реально у человека вообще случился дикий тильт. Ничего у него не получалось. Ну, потом он наконец-то взял себя в руки и всех просто начал разрывать. А все потому, что Лорд Бирус не играл 4 дня. Вот так вот, в Clash Royale нужна постоянная практика. Не поиграешь 3-4 дня, ты все, теряешь форму, ты уже становишься хуже играть, допускаешь ошибки, поэтому надо в Clash Royale играть каждый день. Итак, закидывается комбинация Ледяной Голем плюс Хог. Прожимаем мы, конечно же, героя Ледяного Голема, и смотрите, какой проходит бешеный урон. Мы уже практически сравнялись по снесенным хп. Конечно же, очень сильно колоду с Хогом 2.6 усилил герой Ледяной Голем. Вот когда не было героя Ледяного Голема, Хог 2.6 был существенно послабее. Ну и, кстати, что касается нашего соперника, то вроде бы, я думаю, что олды вспомнят, он раньше играл под ником Фено Финалом Форм, короче. Был такой известный итальянец. Закидывается с мостика Коргик на эволюции. Ставится эволюция Мушкетера, эволюция Пушки. Эволюция Мушкетера очень сильно сейчас решает. Сейчас все берут ее в колоды с Хогом 2.6. Полетел фаербол на Спарке. Ну, короче, блин, многострадальный видос. И Лорд Бирус стильтанул, вообще уже хотел не играть. И гости мешают, орут. И, короче, еще сообщения с Телеграма приходят, перебивают нам запись. Но, тем не менее, делаю все возможное. Хорошая атака по другой стороне. Пропускаемый урончик. Вообще такой сегодня поединок с большими разменами, никто сильно на защиту внимания не обращает, и мы там много урона нанесли, и соперник много урона нанес. И это вообще очень нетипичный поединок для Лорда Бируса, потому что зачастую он там выигрывает 1-0, он очень классно защищается, а вот тут такой вот поединок очень разменный. Снова очень мощная атака, Коргик, Спарки, Хог, как от этой дичи защищаться? Но походу Лорд Бирус уже нашел, как эту дичь контрить. Так, Коргик делает очень много тычек, уже Хог в панике скидывается, Ледяной Голем прожимается. Ну что, нужно хотя бы пару тычек от Хога. Спарки, смотрите, Спарки забер. Ой-ой, что творит герой Ледяной Голем? Вот такая у нас первая победа. Друзья, если вам нужен пас рояль, новый герой Темный Принц или герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Ну что, друзья, врываемся мы в следующую каточку, и здесь нас ждет яркое противостояние с Големом. Я сам являюсь големоводом в 7-м поколении, поэтому для меня будет любопытно понаблюдать за этой бойней. Смотрите, соперник сразу ставит своего каменного монстра с конца карты. Очень такое нетипичное действие, потому что обычно големоводы ждут либо двойного эликсира, либо какого-то подходящего момента, но тут сразу на нас прет голем с ночной ведьмой. И Лорд Бирус решил защищаться, он
Он грамотно ставит мушкетера, грамотно ставит пушку. Накрыть все это дело молнией невозможно. Ставится еще одна пушка. Ну и походу это изи защита. Просто безупречно сейчас Лорд Бирус все сделал. Конечно, Мегаминтион напрыгивает, но мы все это дело накрываем фаерболом. Смотрите, вообще ни одного хп сейчас Лорд Бирус не потерял. И я не совсем понимаю смысл этой атаки с големом. Абсолютно бессмысленная, абсолютно беззубая. Соперник бы лучше бы вначале бы до эволюции дракончика бы прокрутился, потом бы ставил своего голема. Ну ладно, это мои мысли вслух, возможно, оппонент знает, что делает. Но я хочу сказать, что, кстати, сегодня Лорд Бирус точно такой же колоде с големом уже проиграл. Очень было там обидное поражение, и он после него настолько тильтанул, настолько бомбанул, что ролик вообще был под угрозой срыва. И, конечно же, для нашего героя сейчас принципиально обыграть этого голема. Он не очень любит големов, конечно же. И вот еще раз голем ставится. В этот раз по другому флангу побежал Хог. У соперника есть торнадо, но очень кривое торнадо. Смотрите, тычка от Хога прошла. Ну, не знаю, мне не нравится, как играет этот големовод. Много ошибок, много каких-то бессмысленных действий. Ну ладно, посмотрим. Ставится эволюция пушки. Посмотрим, как сейчас Лорд Бирус будет защищаться. Мы пока что не знаем, какая там последняя карта. Возможно, это молния. Возможно, лоза. Посмотрим. Ставится еще раз пушка. И опять, походу, это просто безупречная защита. Просто идеально все сейчас делает Лорд Бирус. Мегаминтион может напрыгнуть на мушкетера, но решил не напрыгивать. Ну, в принципе, несмотря на то, что соперник действует не самым лучшим образом. Ой-ой-ой, а что сейчас делал Лорд Бирус? Вот это ошибка. Вот это какой-то мисклик, он скинул на пустое место фаербол. Ну ладно. Просто 4 эликсира в никуда, скажем так, дали сопернику фору. Закидывается Хог по другой стороне. Ну что, торнадо. Наконец-то без стычки перетаскивается Хог. Но все равно как-то вот так вот неуверенно заюзал торнадо наш оппонент. Пока что не понимаю. Не очень он классно играет, честно говоря. Итак, но мы можем отлететь с одной атаки. Закидывается эволюция дракончика, эволюция дровосека. Мегаминтион, голем, 2 пушки стоит. Очень сейчас важно нам выстоять. Если мы сейчас выстоим против этих эволюций, то, скорее всего, это большие шансы на победу. И вот, ставится голем, а по другому флангу полетела коронная комбинация ледяной голем плюс Хог. Ледяной голем, конечно же, прожимается. Торнадо сопернику не поможет и пройдет сейчас очень много урона. Не устаю критиковать этого соперника, он даже сейчас ночную ведьму вставит впереди голема, но это бред какой-то. В топ-200 мира допускать столько ошибок. В чем смысл? В чем сила, брат? Я не знаю. Опять Лорд Бирус разбирает этого големовода просто на кусочки. Последнюю карту мы до сих пор не увидели. Еще раз голем, еще раз Хог. Постоянно Лорд Бирус меняет фланги. Уже и соперник фланг поменял. То есть, смотрите, он сколько раз уже голема оставил? 3-4, а у нас вышки фуловые до сих пор. Там буквально чуть-чуть мы потеряли. Было 4800, вот сейчас по 4400. То есть, я не знаю, что за атаки такие глупые с големом. Они просто упираются в эту пушку, в этого ледяного голема, и все. Не может нас соперник пропушить. Он хочет не качеством, а количеством именно нас задавить. Он хочет своими бесконечными големами прорваться. Итак, еще раз закидывается Хог. Хог делает очень много тычек. Там остается 1300 хп. Я думаю, что это последняя атака, потому что до конца поединка всего лишь 35 секунд. Вот лично мне, как големоводу, вот этот оппонент не понравился. Не понравилось, как он играл, допускал очень много ошибок. И даже тот момент, что Лорд Бирус скинул на пустое место фаербол, сопернику совершенно не помог. Только что 3 пушки стояли, но это просто издевательство. Мегаминтион напрыгнул, мушкетер там разматывает. Ну нет, честно говоря, в одну калитку, ребята, в одну калитку. Хотя зачастую голем Хога 2.6 обыгрывает, но тут все совершенно наоборот. И смысл ставить голема за 5 секунд до конца поединка с конца карты? Вот какой в этом смысл, скажите мне? И, кстати, друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, потому что я сейчас активно работаю над каналом, пытаюсь почаще выпускать видосы, пытаюсь привлекать топ-игроков, и любая ваша активность мне очень сильно поможет. И, кстати, в первый час после публикации видосов я отвечаю абсолютно на все комментарии, я абсолютно все лайкаю, поэтому учитывайте этот момент и учитывайте то, что сейчас Лорд Бирус очень классно активировал главное здание. За счет духа, за счет магического лучника.
Ну, кстати, это достаточно такой сложный трюк. Попадается против нас классическая колода Пека, Бандит, Катаран. Ну и пока что мы над нашим оппонентом просто издеваемся. Вообще я хочу сказать, что у Хога 2.6 против Пеки, Бандит, Катаран, насколько я знаю, немножко больше шансов на победу. Но главное не затягивать. Если поединок там продолжится на двойном эликсире, на тройном эликсире, то в конце концов соперник нас может пропушить и продавить. Будет он закидывать кучу юнитов по двум флангам одновременно, и мы можем все-таки не выстоять. Поэтому желательно против этой деки все решать очень быстро. Ну, пока что защищаемся мы классно, и очень важный момент, что мы уже активировали главное здание. Невероятно сильно сейчас лорду Бирусу поможет активация главного здания. Это считайте, что половина успеха. Ну и пока что соперник показывает, что он топ-1, что он жрет мясо как гигант, но это сопернику скорее всего не поможет. Последнюю карту мы еще не видели, полетел фаербол, ой-ой-ой, кстати, вот сейчас было классно сыграно, магический лучник отпрыгнул, но нужно учитывать такой момент, что магический лучник может в любой момент отпрыгнуть. Сейчас эволюция мушкетера все-таки этого магического лучника завафлила. То есть от фаербола лучник выжил, но мушкетер его дальнобойник замочил, да. Пришлось вторую попытку применить лорду Бирусу. Ну и начинает потихоньку соперник нас пушить. Вот смотрите, пошел у нас двойной эликсир. Пока что все неплохо, но сейчас могут начинаться проблемки. Итак, толпа бешеная ходит за ледяным големом. Пока что мы издеваемся. Опять показывает Энтони, что он номер один. Прямо показывает на свой никнейм пальчиком. Я номер один, смотрите. Но сейчас мы посмотрим, кто здесь выиграет. Лорд Бирус или ты? Опять фаербол странный. Я не понимаю, что сегодня с лордом Бирусом. Уже второй поединок подряд у него какие-то непонятные фаерболы на пустое место. То ли сейчас это была попытка предикта. Я не знаю, вот так вот на центр сейчас полетел фаербол. Скорее всего, лорд Бирус думал, что там будет магический лучник. Пытался сделать предикт, но нет, магического лучника не было. Ну, не знаю, интересный момент. Я не спрашивал у нашего героя, почему он скинул такие фаерболы. Ну ладно, будем сами догадываться. Снова комбинация ледяной голем плюс Хог. И снова Хог дошел, 2 тычки сделал. Вот как? То есть смотри, ну это реально мега имбища. Герой ледяной голем это просто мега имба. Вот просто прожимаешь его, и даже толпа юнитов не может законтрить Хога. Я в шоке. Еще раз побежал Хог, но пока что мы обыгрываем этого соперника. Хог сделает тычку, и даже тут Хог делает тычку, я не знаю. Пека, эволюция призрака, и все равно Хог делает тычку. Ну ладно, я не знаю. Пока что явно Энтони на номер 1 не тянет с такой игрой. Итак, таран до вышки не доходит, но вот сейчас, кстати, хороший фаербол и по пушке, и по мушкетеру. Сейчас у нас могут какие-то проблемки возникнуть. Так, все-таки пробрался у нас призрак, есть проблемки, сейчас могут прыгнуть, но нет, опять, смотрите, заморозка от ледяного голема зарешала. Блин, я просто вспоминаю, как раньше играли с Хогом 2.6, когда не было героя ледяного голема. Ну, то есть, хоговодом было раньше посложнее. Сейчас вот именно этот ледяной голем, ну, настолько вписался в эту деку, это просто какой-то кайф. Итак, прожимается опять ледяной голем, Хог доходит. Ну и смотрите, на вышке остается... Нет, все-таки Хог последнюю тычку не сделал, 575 хп. Ну, сейчас фаербол полетел, сейчас мы быстренько прокрутимся. Но это изи победа, ребята. Просто размотали этого соперника в хлам. Просто вынесли его в одну калитку. Ну, конечно, классная игра. Так, друзья, хочу вам сегодня по максимуму показать поединки против разных типов колод. В общем-то, против голема мы уже посмотрели, против Пеки посмотрели, против Коргига с Хогом посмотрели, а теперь у нас на очереди рекруты. Кстати, тоже рекруты с Хогом. Ну, не знаю, очень как-то много таких вот странных дек в топ-200 мира. Вот такие деки больше присущи каким-то средним кубкам. Но, возможно, сейчас середина сезона, и поэтому такие вот залетные тут соперники иногда попадаются. Ну ладно, посмотрим. Рекруты с Хогом. Еще и стенобои, кстати. Ну реально дичь какая-то. Вот раньше в топ-200 мира таких соперников было невозможно встретить. Сейчас Clash Royale как-то изменился. Очень много какой-то дичи попадается. И 2 голема там с 2 ведьмами. Сейчас тоже такие деки попадаются. Ледяной голем плюс обычный голем.
я не знаю. Сейчас мы, кстати, неудачно пушку поставили. Хок прорывается, делает несколько тычек. Ой-ой-ой, очень много урона. Блин, ребята, это провал. Это жесточайший провал в защите. Еще тычка от Хога. Что еще будет тычка? Блин, Хог просто бессмертный. У нас уже 1100 хп. Пока я критиковал этого соперника под ником Спам. Но это реальный спам. Что там говорить? Вот правду сказал про себя. Пока я его критиковал, мы уже пропустили кучу урона. Я не знаю, Лорд Бирус сдался? Нет, он не сдается. Ну, полетел у нас в атаку Хок. Эволюция Мушкетера, конечно, очень классно решает. Сейчас на нее, кстати, полетела ракета. Там еще и ракета. Я не знаю, насколько это оправданная ракета, но по сути сопернику остается одна ракета плюс стрелы. Снова комбинация ледяной голем плюс Хог. И смотрите, бешеная толпа рекрутов этого Хога не может законтрить, потому что мы прожали ледяного голема. Так что нет, точно у нас не будет сдаваться Лорд Бирус, он уже начинает очень классно камбэчить. Но сопернику, как я уже сказал, стрелы плюс ракета. Он в любом случае вышку добьет, Хог сделает тычку. Нет, ракета в защиту полетела. А вот сейчас мне кажется, что соперник дает нам шанс, потому что успеет ли он прокрутиться до еще одной ракеты, вот в чем вопрос. Допустим, мы сейчас Хогом снесем вышку, а ему там нужна ракета плюс стрелы, а он уже ракету потратил, вот в чем вопрос. Ледяного голема надо прожимать. Итак, добирается Хог, тычка, вторая, третья тычка, это победа, ребят. Ну какой-то, блин, сумасшедший поединок, и зря соперник скинул ракету в защиту. Недавно в Твиттере выложили очень интересный пост, что ни в коем случае не соглашайтесь на ничью с игроком под ником Ник. Это реальная крыса, и он за 5 секунд до конца поединка скинул ракету и хотел закрысить нашего героя, но не получилось. И вот в следующем поединке у нас тоже случился очень любопытный эпизод. Мы с Лордом Бирусом активно переписывались во время каток в Телеграме, обсуждали моменты поединков, делились эмоциями. И вот он мне сказал, что его соперник здесь хотел ничьи. Он скинул заморозку на главное здание, типа предложил ничью, но ничья у нас невозможно, потому что мы записываем видос. Нужна только победа. Так что соперник, по сути, протупил и на халяву активировал главное здание. Ну, как бы некрасиво Лорд Бирус поступил, получается, потому что соперник уже главное здание активировал, дал фору, ничья должна была быть. Но, с другой стороны, мы не обязаны соглашаться на ничью. Вот что, любой дурак тебе предложит на ничью, и ты должен соглашаться. Это проблемы соперника. Это, конечно, не так некрасиво, как в прошлом поединке, где закрысил там игрочок под ником Ник. Нет, ну, тут тоже как-то так неудобненько получилось. Ну ладно, смотрим бой. Мы уже активировали главное здание. У соперника вышибала Шарик, Фриз. И сейчас была очень мощная атака, но мы защитились. То есть за счет того, что мы активировали главное здание, нам теперь будет намного проще защищаться. Уже ржут болельщики. Я не знаю, вот честно, такой неприятный какой-то осадок от этого поединка. Ну, кстати, был такой момент, когда на стриме Сталкер играл с Нареком. Я не знаю, у меня даже был фрагмент когда-то в таком видосе, что Сталкер активировал главное здание Нареку, по-моему, предложил ничью, а Нарек сказал: нет, я на ничью не играю. И в итоге Сталкер выиграл. Тоже был такой неприятный момент, но опять же, на ничью соглашаться мы не обязаны. Вот если вы друзья, если вы кореша, да, понятно, что на ничью можно согласиться. Если там какой-то незнакомец вам прямо навязывает это ничью, ну смысл с каждым соглашаться. Может, вы пушить кубки хотите, может, у вас времени свободного нету. Вот зачем с каждым играть в эту ничеечку? Да и вообще это, как говорится, анти-клэш рояль. Есть антифутбол, а это анти-клэш рояль. Я не люблю ничьи. Я всегда играю на победу, я ни с кем ничего не играю. Да и, в принципе, не советую никому делать этот бред. Итак, смотрите, соперник у нас жестко пушил, там еще гиг-скелет оказался, там еще эволюция пламенного дракона. Поединок будет сложный, да. Ну, хотя, с другой стороны, так как у соперника есть заморозка, в принципе, тот момент, что главное здание активировано, это не критично. Вот если бы заморозки не было, да, как бы это было бы и хуже. Ну, а за счет заморозки, в принципе, нивелируется активация главного здания. Итак, снова закидывается комбинация вышибала плюс шарик. По другой стороне у нас идет гиг-скелет. Соперник жестко пушит. Вообще пока что непонятно, чем завершится этот поединок. Ставится мушкетер. Надо гиг-скелета законтрить. Так, нормально. Законтрили мы все. И гиг-скелета, и шарик, и вышибалу. Просто идеальная защита.
ржут болельщики, я не знаю. Ну, я бы не ржал над этим соперником, ему просто немножко не повезло. Так, снова у нас полетел эволюция Пламенного Дракона, Гиг-скелет, очень жесткие пуши. Надо защищаться. Ставится грамотная эволюция Мушкетера. Вот, честно говоря, я с эволюцией Мушкетера практически никогда не играл. Я только недавно ее разблокировал. И еще до конца я не понимаю механику эволюции Мушкетера. Потому что, в принципе, как я почитал, эволюцию Мушкетера надо ставить именно на ту линию, где появится юнит соперника. Вот этот момент я не знал. Да, кстати, прикольно действует эволюция Мушкетера. Но в этом поединке мы побеждаем. Может, не совсем красиво, не совсем фейерплей, но что поделаешь. Итак, друзья, давайте последнюю каточку на сегодня посмотрим. Но если, в принципе, ролик зайдет и наберет неплохие просмотры, то я думаю, что еще сниму про лорда Бируса. Он не против, наоборот, даже двумя руками за, чтобы я почаще про него снимал. Ну, вообще, у меня сейчас на канале такая мода пошла. Очень много Хога 2.6. Много големов и много Хога 2.6. Я снимал недавно про Арта КС. Очень легендарный игрок с Хогом 2.6. Теперь у нас лорд Бирус. Возможно, еще про какого-то Хоговода сниму. Но я думаю, что до конца сезона у нас Хог 2.6 точно будет. Как минимум еще раз на канале. Но мы давайте смотреть последний поединок. Здесь, судя по всему, нам попадается колода Гигант плюс Кладбище. Кстати, недавно про эту деку снимал. Там, по-моему, была немножко другая вариация. Но посмотрим. Очень неприятная дека. Смотрите, сейчас соперник выпускает Гиганта, прожимает Вышибалу. Вышибала сфокусировался на пушке, но мы успеваем воткнуть Ледяного Голема. Очень злится наш оппонент. Вот в этом минус героя Вышибалы. То, что он может сфокусироваться на чем-то, но мы можем резко за несколько секунд что-то вставить другое, и Вышибала перефокусируется. То есть у Вышибалы такой минус, что он секунды 2 думает перед тем, как бросить свой мячик баскетбольный. Закидывается Хог, Хог делает там буквально одну тычку. Ну, будет сложный поединок. Мы сегодня вообще посмотрели бои практически против всех типов колод. Такой себе гайд. Можно научиться играть с Хогом 2.6. По этому ролику. Мы посмотрели против Пеки, мы посмотрели против Голема, мы посмотрели против нескольких шариков, теперь против Кладбища, против рекрутов сегодня был поединок. Вот реально это гайд, как играть с Хогом 2.6. Не было сегодня у нас только Гончай, но Гончай, возможно, мы в следующий раз посмотрим. Хотя я, признаюсь честно, очень люблю поединки Хога 2.6 против Гончай. Там всегда такие жесткие зарубы происходят. Полетел у нас фаербол на Вышибалы, я не знаю. Но, в принципе, иногда даже советуют фаерболы кидать на спарке, особенно на двойном эликсире, поэтому почему бы и нет. Снова ставится грамотно у нас эволюция Мушкетера, ставится эволюция пушки. Смотрите, что остается от Гиганта. От Гиганта остаются только рожки до ножки. Уже очень злой наш соперник, пока что мы его разматываем в одну калитку. Ведьму мы уничтожаем, эволюцию ведьмы за счет бревна и фаербола. Вот, кстати, я не знаю почему, но у меня вот иногда не получается ведьму убить фаерболом и бревном. Именно эволюцию ведьмы, она быстро хилится, но вот у Арта все получилось просто идеально. Снова закидывается Хог, сейчас Хог сделает как минимум одну тычку. Да, мы уже по двум сторонам нанесли такой неплохой урон, но у нас пошло дополнительное время. 5 зрителей у нас, 2 за синего, 3 за красного. Кто в итоге победит? Снова прожимается Вышибала, побежал еще раз Хог, соперник ржет, я не знаю, что ты ржешь. Хог сделал тебе больно, ты ржешь. Фаербол хороший полетел. Ну, пока что, честно говоря, в одну калитку. И, наконец-то, первый раз у нас сегодня закидывается Кладбище. Вообще, я знаю, что Хоговодам очень сложно играть против Кладбища. Они даже считают это иногда контрой, но пока что мы это Кладбище просто в одну калитку делаем. Ну, кстати, Хоговоды очень боятся вот такое дефолтное Кладбище с ледяным колдуном, там с торнадо, с надгробием. Такое вот быстренькое Кладбище, не такое. Сейчас, смотрите, Мушкетер уничтожает ведьму, полетел фаербол. Но это просто издевательство, ребята, просто издевательство. Минута до конца поединка. Смотрите, какая классная пушка. Пушка уничтожает миньончиков. Надо в тайминге ставить ее. Хог доходит, наносит большой урон. И уже от гнева к принятию соперник уже принимает свое поражение. Вначале он бомбил, теперь он уже все стадии прошел. Вначале был
сосредоточен, потом злой, а теперь он уже принимает свое поражение, уже смирился. Ну реально, тут без шансов, ребята, просто в одну калитку разматываем. Хотя последняя атака, снова закидывается Хок. Если сейчас Хок сделает хотя бы одну тычку, то это все. Но Хок, походу, не делает ни одной тычки. Соперник все-таки пытается как-то защититься, пытается что-то сделать. Последняя атака, ребята. Все, Хок побежал. Гигант на нас идет с кладбищем. Ну что, Хок сделает тычку? А нет, опять тычки нету. Но в конце прибавил наш оппонент, но уже поздно. Все, добиваем мы его фаерболами. Вот такой у нас получился ролик. Вот такие у нас поединки. Пишите комментарии. Ну а с вами была Леджа. Всем пока. Удачи.